Всем привет, YouTube канал Польза.нет, и вот пришел наконец-то долгожданный момент, когда я буду топить Poco X7, и он это должен выдержать. К сожалению, ветрозащиты не взял у микрофона, буду спиной, значит, снимать. Вот так примерно вы сможете снимать под водой на Poco. Лучше так не делать, под этой существуют специальные чехлы, но вдруг вы решите на смартфон снимать под водой, ну, пока я не вижу, чтобы туда что-то там, как в айкушках, попадала вода, хотя все пошло. Так, и проверяем, насколько хорошо здесь тач работает, влажный. Работает. Сказать, что супер, не сказать, но работает. Это я дело тоже подтверждаю. Смотрим! Всем привет! Вы на канале Польза.нет, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. Только что вы видели, как я топил Poco X7. Все тесты были сделаны до утопления. Напоминаю вам, умрет он или нет, узнаете в моей личной телеге. Сегодня я нестандартно буду сравнивать для себя смартфоны одного бренда. Я думаю, Poco X7 у меня еще обзоров 5 будет за этот год. На Poco X7 Pro такая же история. Кратко буду сравнивать его по фото и видео с Poco X6, потому что стоимость плюс-минус одинаковая. И что они предлагают нам в итоге здесь из нового? 600 тысяч баллов Antutu, IP68. Какого-то непонятного для меня лешего закругленный экран. Кому-то водопад нравится, пусть даже не полностью, но кому-то нет. Все в принципе потребно. 4К 30 FPS он на основу снимает. По большому счету пользоваться им удобно, внутренняя память быстрая, 90 тысяч баллов в Storage тесте, это прям очень хорошо. 45-ваттная зарядка, разумеется, в комплекте. Кому-то будет интересен данный дизайн. И относительно вкусный ценник. Опять же, по пересчету в доллары, допустим, в конце объясню, что очень просто. Вот сейчас в долларах около 220-200 долларов. То есть в 2022 это было бы 11 тысяч, там, 12 тысяч рублей. А 3 месяца назад это было бы 16, чуть-чуть больше. Но у всех стран курсы свои, это дело продается за юани или доллары, соответственно, вот смотрим, как все это дело прыгает в национальных валют. Насколько хорош данный смартфон и стоит ли его приобретать, я, разумеется, расскажу вам в ролике. У нас уже была его прожарка на основном канале и на канале Польза стримы. Жарить там было по большому счету нечего, потому что 600 тысяч баллов Antutu. И вот это мы жарить будем сегодня на канале Польза стримы. Заходите, останется запись по-любому. Смотрим. Распаковка. Данный смартфон поставляется в обыкновенной для Poco коробке из плотного картона. На ней есть краткая информация и название модели. Упаковка стандартная. В комплекте у нас сам смартфон, силиконовый чехол, блок питания на 45 Вт, кабель для зарядки с USB-A на USB-C, ключ для прорезиненного слота под 2 сим-карты, карту памяти, к сожалению, запихать сюда нельзя. И габариты смартфона 162 на 75 на 8,5 мм, а вес 193 грамма. 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Когда они кончатся, через месяца 4 Poco X7 Pro буду разыгрывать, уже ими закупился. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок по ссылке в описании. Чтобы участвовать в розыгрыше, вам необходимо подписаться на этот канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге, и вы автоматически в розыгрыше. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. Перейдем же к смартфону. В продаже есть 3 расцветки. Это серая, зеленая и черно-желтая. Если рассматривать смартфон в первых 2 расцветках, то можно заметить сильное сходство в плане дизайна с моделью Redmi Note 14 Pro. В любом случае, хорошо, что производитель предоставил свою классическую расцветку, но она имеет тыльную крышку из искусственной кожи, которая долго не прослужит. Рамка пластиковая, а хотелось бы металлическую. Ко всему грани не прямые, а закругленные. Зачем это надо было делать, я не знаю. Сборка устройства неплохая, плюс смартфон имеет стандарт защиты от влаги и пыли IP68, а также используется технология для корректной работы сенсора, даже с водой на экране. В стандартном начале ролика вы видели, как смартфон справляется с одновременным утоплением и видеосъемкой. Далее на корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, к сожалению, но не удивительно. Могли бы побыстрее что-нибудь поставить. И капорт, микрофоны и стереодинамики. Но мини-джека нету, что в принципе тоже штатно. Качество звука не лучшее, перекос по громкости между динамиками присутствует, но хорошо, что в настройках можно обнаружить предустановки звучания и даже адекватный кастомный эквалайзер. Bluetooth аудиокодеков много, на экране
вы видите весь список. Вибромотор настраиваемый, что уже хорошо, но по качеству, разумеется, проигрывает вибромотором с поддержкой технологии Haptics, но он неплохой, хотя по мне мощности ему не хватает, у вас может быть какой-то другой на это взгляд. Смарт оснащен Crystal AMOLED дисплеем на 6,67 дюйма с разрешением 2712 на 1220 пикселей и защитой Corning Gorilla Glass Victus второй версии. Рамки не громадные, экран изогнутый, что лично, по моему мнению, менее удобно, чем полностью прямой экран. Плотность пикселей 446 ppi, цветовой охват 100% DCI-P3, контрастность 5 миллионов к 1, пиковая яркость, по моим замерам, смотря каким прибором, где-то 1300-1600, на 100% яркости мы видим 900 люксов в основном. Рандом вы видите сами, комментировать его смысла нет. Приходите на прожарки, увидите там поподробнее про яркость, потому что я ее чаще измеряю во время игр. Функция автоматической регулировки яркости работает хорошо, корректно, частота обновления экрана максимум 120 Гц, а в настройках можно выбрать динамический режим или настроить частоту отдельно для каждого приложения. Хотя, с другой стороны, для какого-нибудь Genshin Impact он вам не понадобится. Тач на 480 Гц, при мгновенном касании 2560 Гц, тест на частоту дискретизации касания выдал средненький результат, плюс экран не сразу откликнулся у меня на 10 касаний одновременно, но будем считать, что это от непривычки. Always on Display в наличии, но только 10-секундный, за что минус. То есть, проще говоря, вас вынуждают покупать старшие линейки просто программными какими-то ограничениями. Регулировка шим 1920 Гц, показатели шима выше 30% практически не поднимаются. Шим не маленький, но и не критичный, скажем прямо. Процессор MediaTek Dimensity 7300 Ultra с техпроцессором 4 нанометра, с 8 ядрами, максимальная частота у него 2,5 ГГц. И как бы все это красиво не звучало, недостаточно он мощный по мне. Графический процессор Mali G615MP2, оперативная память LPDDR4X на 8 или 12 ГБ, внутренняя память UFS 2.2 на 256 ГБ или 512 ГБ. Интерфейс HyperOS на базе Android, система безопасности оснащена сканером отпечатков пальцев, внедренным под экран, функция распознавания лица стандартными способами. Сканер, разумеется, как и во всех бюджетных смартфонах, среднебюджетных, находится довольно низко. Завести можно 5 раз один и тот же отпечаток пальца, что уже привычно для Xiaomi и, по мне, не очень хорошая фишка его. Функция распознавания лиц отрабатывает без особого труда, быстро и можно завести до 2 лиц. По связи имеется поддержка Wi-Fi 6 серии, Bluetooth версии 5.4, 5G сетей и ниже. Все бенды здесь на борту. Датчик приближения здесь виртуальный. Работает он плохо, хотя, может быть, кто-то и будет его калибровать, но если будет какая-то информация, как это дело исправить, я напишу в своей личной телеге. Хотя многих это и не раздражает, но те, кто с Poco уже походили, многие перестали с ним ходить по этой причине. NFC-модуль в наличии, разумеется, устанавливайте MirPay. GPS данной модели однодиапазонный, тест в городских условиях показывает стандартную точность для Mediatek до 1 метра, но по мне в куалкомовских аппаратах GPS, хотя и до 3 метров, работает стабильнее. Емкость аккумулятора 5110 мАч. PC-марки устройство выдало 8 часов 34 минуты и 12 тысяч баллов. Это неплохо, но и нехорошо. Заряжается от 0 до сотки от родного адаптера питания в среднем за 1 час 10 минут. Беспроводной зарядки, беспроводной реверсивный, смарт, разумеется, не поддерживает. За час просмотра видео на YouTube при максимальной яркости по Wi-Fi уходит 3-4% заряда. За час в играх уходит 20% для примера в Genshin, но он держит в лучшем случае 45 FPS и играть, конечно, больно, мягко скажем. В PUBG New State 16% падает яркость до 6 сотен люксов, и в Genshin падает до 3,5 сотен люксов, то есть играть можно, но в темном помещении. Смарт однозначно не игровой. Сколько он выбил в тротлинг-тесте, вы видите на экране. В 3D-марке была просто волшебная устойчивость практически во всех тестах, и это круто, но там нечему перегреваться. В Antutu выбивает 600 тысяч баллов, что в принципе неплохо, но большого запаса у него нет. Стресс-тест прошел плохо, результаты вы видите на экране. Storage-тест показывает результат в 90 тысяч баллов, что не является плохим результатом, но и ничего супер волшебного в этом деле тоже нету. Переходим к камерам. Основной сенсор Sony IMX882, многострадальный, на 50 мегапикселей с апертурой 1.5, оптической стабилизацией и разрешением для видеосъемки 4К 30 FPS. 60 FPS здесь недоступны, и это, скажем так, фейл, потому что сколько можно? Сверхширик на 8 мегапикселей с апертурой 2.2 и макро на 2 мегапикселя затычечка с апертурой 2.4. Фронтальный сенсор на 20 мегапикселей с апертурой 2.2 находится по центру верхней части экрана. Максимальное разрешение для съемки видео у него 1080p 60 FPS. Короткие примеры, как и сравнение, вы сейчас увидите. Так, 4К 30 FPS, автовыбор частоты кадров включен. И Poco X6 мы сравниваем X6 Pro с Poco X7. Есть ли смысл, кроме дизайна, переходить на с Poco X6 на Poco X6 Pro с Poco X7 и наоборот? Вот сейчас вы увидите. Но пока я вижу, что лучше оставаться на Poco X6.
Опять же, это субъективное мнение, но вы еще увидите много всего. И два ультраширика 1080p 30 fps. Опять же, делайте выводы сами, кто тут выигрывает. Но по мне выигрывает однозначно X6 Pro. Хотя, может быть, я не прав, и в исходниках вы увидите что-то другое. Давайте прозумим. Максимум X2. На Poco X6 Pro максимум X6. Кстати, мы не доэкспериментировали с зумом. Максимум X6 на Poco X7. На Poco X6 Pro максимум X6 тоже в 4К 30 FPS. И логично, что и то, и другое лучше не мучить, но вдруг вы захотите. Так, ну что, 4К 30 FPS. И вот так вы сможете снимать благополучным образом коня и наш любимый переосвещенный объект, да? Плюс ночь, плюс вот там гостиница, допустим, которую вы не видите за зеленью. И в целом, ну вот так. Так, если посмотреть, допустим, на пляж на основе, в 30 FPS, по идее, все должно быть волшебно, но не похоже, что супер волшебно. Опять же, можете оценить, насколько хорошо или плохо. И два ультраширика 1080p 30 fps. Супер плавно. Да, X7 Pro вообще печален. X7 точнее. Роллинг шаттера нет, и у меня отрубилась съемка. Так, вот так он ловит зайчиков. Вот так динамический диапазон. Кстати, неплохо снимает. Это, наверное, у меня ощущение после 13R, у которого фронталка вообще непонятно от кого. Вот тоже супербюджет. Вот он, супербюджет. И такое ощущение, что, ладно, у X7 хуже. А вот X6 Pro вообще нормально снимает относительно. Относительно, опять же. Мне кажется, он 13R бы ушатал. Еще немного фронталочки. 1080p 60 fps. Что как-то это была плохая идея все-таки сравнивать. Или нормальная. Вот это 4К 30 fps, как говорится, в сравнении уже. Poco X6 Pro против Poco X7. Здесь, кстати, нет такой большой разницы, чтобы там... Нет, есть. Ну ладно, ну да. В общем, возможно, для вас она будет небольшая, эта разница. Но для меня она значительна. Вот так сможете снимать ночью. Так, ну понеслась. HDR отключен. Почему отключен? Потому что если его включить, будет ужасное, просто ужасное видео, и рендер не будет нормальным. Вот сейчас вы видите съемку в 4К 30 FPS с этих двух волшебных смартфонов. Насколько хорошо, оценивать вам. Что фризит, вы сами видите, комментировать не буду. Но повторяю, что исходники фото я в личке. Так, иксы смотрим максимальные днем. Вот колесика на Poco, конечно, не хватает. На которой не X7. На X7 колесику удобно. X6 против X6. Ну, еще один X6 против X6. Думаю, все вы и так прекрасно видите. И то, что обычный, конечно, X6 Pro точно не хуже. Еще и по цветам Poco X7 пока выдает дичь, потому что вот песок, он такой, как на... Вот там вот земля, точнее. Она такая, как на X6 Pro. Вот. Это ультраширики у нас. И максималка на ультраширике на X6 Pro. Получается X6 на великом и ужасном X7, только X2. Давайте посмотрим, как они будут отрабатывать здесь. Так, 4К 30 FPS. И вот так примерно вы сможете снимать. Буду.
Ну-ну. Движение. Мне кажется, надо 1080p 60 fps ставить. 1080p 30 fps, съемка с двух рук. И вот так примерно вы сможете снимать на этот великолепный смартфон и на Poco X6 Pro. Опять же, стабилизация только в 1080p 30 fps, ультра. Теперь попробуем 1080p 60 fps, чтобы вы увидели разницу или не увидели. И теперь 1080p 60 fps. Стаб отрублен, но с другой стороны все это должно быть более плавно. Вполне возможно, это дело не отработает, но мы попытаемся. Я во всяком случае вижу, что Poco X7 больше колбасит, мягко скажем. Но, возможно, я ошибаюсь. Вам виднее, скажем так, потому что то, что вижу я, в реальности при обработке может быть другим. Вот так примерно сможете снимать в этих условиях обстановки. Дальше ультраширики. Плавно, медленно, мучительно. Иксы с ультрашириков. Максимум X2. Здесь есть переход. X6. Чтобы вы поняли, X2 будет вот так. X1 вот так. И ультраширик так. Здесь у нас ультраширик вот так будет. И основа 4К 30 fps. Съемка с двух рук. 2 смарта. Основа, потому что ультраширик, разумеется, в 4К 30 fps работать не может. Ну и зум в этом виде максимум X6 на Poco, X6, X7 и на X6 Pro тоже X6. Разница заметна. Заметно. И фронталка. Кстати, не такой убогий здесь динамический диапазон. Видите, хоть что-то да видно. Понятно, что с пересветами. Если подойти в тенек, то встанет лучше все. Если начать двигаться, то станет ясно, у кого фронталка лучше. Или не станет. Напишите, как вам по съемке, есть ли смысл в X7. Так, ну что, 4К 30 fps, съемка с двух рук. Наверное, вы сможете снимать. Супер плавно. И зумы. Давайте дневные зумы. Не будем. Или будем? Давайте. Вот здесь удобно, что на X6 X7 кружочек, а здесь почему-то не кружочек на X6 Pro. Ну что им стоило сделать одинаково, да? Он 4К 30 fps, правда, нет, нельзя переходить на ультраширик. И пока устанавливается программа, он чуть-чуть тормозит. Посмотрим, что будет позже. Съемка с одной руки. Мы это дело уже проходили много-много раз. Минимум сотни смартфонов. Скорее всего, даже 200 уже каталась со мной. И вот так примерно ночью вы сможете при спуске с горы снимать с одной руки. Мыло мыльное, да, печаль, но опять же решать вам, насколько хорошо или плохо снимает, потому что все познается в сравнении. Не бывает суперских устройств, которые вам сделают без света нормальное видео. Просто одни устройства будут иметь шумы, вторые устройства будут вытягивать что-то из теней, притом чаще всего это одновременно. Либо он вытягивает из теней, имеет шумы, либо он не вытягивает из теней, но шумов меньше. Тут физику никто не отменял, свет нужен. Вот в таком противном желтом свете, в таком негативном, я бы сказал, освещении, вот так примерно вы сможете снимать в 4:30 утра после стрима и перед очередным стримом. Вот народу вообще хорошо, русскоязычно. Вот это. Кто-то бегает на ветра, я еще не спал. Здесь многие тренируются
получится и выгорит. Надеюсь, что получится. Но с этим курсом особо не разгуляешься. Напоминаю, что по-любому надо ездить в шлеме, потому что, видите, если вы не следить, вот человек идет, и ему абсолютно бесконечно все равно, что он будет еле-еле. Если бы смотрел в экран, было бы все плохо. Вот давайте, если вы будете просто еду на видео снимать в 4К 30 FPS, супер медленно пытаться, то будет это примерно вот так. То есть надо лучше встать и медленно штативом водить, потому что в противном случае все будет долго, мучительно и, возможно, вам не понравится. Если что, умножаем на 3 уже. 135 рублей Pringles. О, очуметь. Лучше не есть ни вкус. Когда ты перестаешь есть вкусняшки, когда они стоят космос, тогда и перестаешь, да? Эти вот штуки несъедобные. Кто ест такие штуки, кстати, из тех, кто смотрит? Я не могу их есть. Снеки, снеки, снеки. Кстати, интересно, я думаю, даже вам. Какие снеки. Какие здесь соусы. Ну, соусов по минимуму. Кетчупок стоит космос. Хотя, может, я уже давно... Это рис. 5 килограмм. 600 рублей. Это типа для иммунки. Но вообще они печальные, эти штуки. Мне кажется. Для иммунки надо спортом заниматься и бросить пить. И курить. И помолодеть на 30 лет. И тогда будет иммунка. Во всех остальных случаях печаль. Йогурты. Ничего себе, 155. Вот этот вкусный по 38. Кстати, так интересно, я его покупаю по 38, но со скидкой. А тут он просто 38. Такая себе скидка получается. Клубничка. И яйца. То есть 6 штук, 150 рублей. Этот, этим, как это называется, хранителем яиц, 180 рублей. 10 штук. 4 яйца, 105. Ну и здесь уже дороже все. Это типа социальные яйца. Мне, кстати, дешевле их нигде не купить. Дошики. Так, 4К 30 FPS. Только сегодня у меня буквально в комментариях читал, спрашивали, что делать, чтобы смартфон нормально снимал источники освещения. Ничего, смириться. Никто идеально ничего не снимает. Но, опять же, чем дороже смарт, тем лучше он снимает. Благодаря ИИ в том числе. Так, это X6 максимум. А так, это 4К 30 FPS. Видите, как без сравнений вроде бы ничего. Если что, это бумага трещит. То есть это не глюки у микрофона. И вот так. Ей. Так, ну что. Автофокус есть? Не вижу. Вы видите автофокус? Это на ультраширике, если что. Вот сейчас для примера включу вам основу. Это 4К 30 FPS основа. Вот что такое автофокус. Автофокуса на ультраширике у нас нету. И это печально, конечно. Написать словами мое отношение к этому смартфону. Почему? Потому что сейчас я снимаю на основной модуль. И я вижу, как у меня губы шевелятся, а аудио отдельно пишется. Он тормозит. Ультраширик 1080p 30 FPS. И она тоже тормозит. Я вообще не понимаю, что с ним происходит. Но, как говорится, зато он похож на Bumblebee. 4К 30 FPS. Ночь. В общем, обертка красивая, но вы сами видите это видео. Сейчас я попробую в 1080p 60 FPS поснимать. Какая-то дичь. Вот это 1080p 60 FPS, это хоть как-то. То есть, если супер медленно двигать, сейчас двигаю супер медленно, с одной руки терпимо. 4К, конечно, несмотрибельно без штатива вообще. Вообще. Так, вот такую штуку первый раз делаю. Ты, по идее, должен знать, в какой ты день родился. Я не знаю, поэтому выбрал пятницу. Потому что это самое разумное. Там от цветов зависит. Это 4К 30 FPS, если что. И вот так вы сможете снимать эти штуки. И потом, я так понимаю, вот там они не продаются, ты просто кидаешь как подарок. И вот так потом
кидаете это в воду, и оно должно плавать. Для чего, я не знаю. Ну, оно и не важно. Главное, что вы увидели, как в 4К 30 FPS отрабатывает данный смарт. Ну-ка, вблизи. Ну, норм. Главное не сравнивать, как говорится, да? Ну, опять же, если спускаться в 4К 30 FPS и ничего не сравнивать, сможете вот так вот примерно снимать. Удачно или нет, как говорится, решать вам. По мне, очень даже неплохо. Хотя, как говорится, все относительно. Теперь с двух рук. Это было с одной руки. И я прям стараюсь. Знаете, как блюдечко, когда ты на карате или айкидо или еще что-то ходишь, ты там бегаешь с блюдечком с водой. И также я стараюсь сейчас спускаться с смартфоном в двух руках плавненько. Так, 4К 30 FPS. Видите, какая огромная разница, когда ты снимаешь днем, даже на дешевые смартфоны. Обратите внимание, когда я снимаю ночью. Все-таки освещение решает, и когда там через сколько десятков лет и будет уже сопоставлять, где ты едешь, фотографии и все остальное, чтобы у тебя было на картинке прям вау, я не знаю. Но на данный момент уже по мне неплохо при освещении, а ночью при любом раскладе все плохо даже на суперские смартфоны. Но зато вы можете сравнить, до какой степени постановочное видео, а любое видео со светом, оно более-менее постановочное, особенно с красивыми зелеными видами, не какая-нибудь там грязь, мусор, еще что-то. А еще лучше бы красивых девушек на фотографиях, как впечатление о камере меняется, да? Проще говоря, если вы посмотрите ночной такой же пример, как я еду на байке, на любой смартфон, и дневной вот этот, вам покажется, что днем вот этот смартфон просто вообще рвет все. А по факту это просто день и все. Фотографии нужно сравнивать самому. И вот здесь у X6, допустим, на ультраширике и у X7 на ультраширике X6 Pro, напоминаю. Плюс-минус одинаковая картинка, но, опять же, мыло по мне больше в X7. Если смотреть на фронталку, вот она, фронталка у нас одинаковая, по большому счету, и выдает картинку плюс-минус одинаковую. Не скажу, что где-то лучше, где-то хуже. Может быть, мне чуть-чуть больше нравится X6 Pro. И динамический диапазон плюс-минус одинаковый. Вот здесь помягче просто-напросто задний фон. Если говорить про основу ночью, вот она, 25 мм на Xiaomi Poco X6 Pro и Poco X7. Однозначно, что X6 Pro дернулся и стаб не отработал, видите? Повторяюсь, исходников очень много в моей личной телеге, и здесь не плюс-минус одинаковая съемка, потому что вы видели примеров видео, но когда мы уходим в фото, опять же плюс-минус те же тапки, только в профиль. Сейчас для примера, если, допустим, использовать просто фотографии с одного смартфона без сравнений, ну вот все очень даже прилично, обратите внимание. По большому счету, если стаб отработал, и если фотография постановочная, более-менее удачная, то вы не видите никаких огрехов. Это я здесь вижу, что очень много всего замыленного, очень часто, к сожалению, у нас границы смазаны, но в целом, если вы фотографируете как вот это ужасная фотография, если уже при ближайшем рассмотрении все довольно плохо, вот как с этим диодом, если на X6 Pro фотографировать, там диод виден. Вы можете, повторяюсь, посмотреть исходники со сравнениями. Там их много у меня с X6 Pro. Ценники будешь фотографировать. Хватит тебе этого, но тебе и M-серии хватит. Здесь все, видите, мыло пошло. Здесь красиво, здесь тоже. То есть нужно делать фотографию, потом проверять. Потому что в автомате все всегда работать идеально не будет. И обратите внимание, как с конем печаль произошла. По большому счету мало что получилось с конем. Мало какие ночью фотографии получаются. И очень плохо отрабатывает стабилизатор. С цветами вообще печаль, периодические шумы, но то на то и вышло. Вот специально вам прогнал по части фотографий, что я сделал. К сожалению, выбрать что-то волшебное тяжело. Хотя, опять же, я не особо старался, чтобы было что-то волшебное, но я делаю все плюс-минус всегда одинаково. Минусы: старенький USB Type-C разъем, виртуальный датчик приближения — это прям печаль, печаль, печаль. Медленная зарядка — это тоже печаль. Вроде бы там кто-то 300-ваттные показывают, потом 120 ватт, а теперь у нас вообще супер медленная зарядка. Пластиковая рамка, вибромотор мог бы быть и получше, слабый процессор, я бы хотел что-то помощнее. Также, в отличие от Note 14 Pro, в X7 почему-то установили аккумулятор
аккумулятор с меньшей емкостью. К плюсам огромным отнесу то, что здесь есть eSIM. Цены можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Там много всего полезного. Суммировать я бы хотел довольно просто. Poco X6 Pro великолепный смартфон. Poco X7 отличный смарт, если у вас нет Poco X6 Pro. Понятно, что у него минус год, опять же, по гарантии, по обновлению прошивки. Насколько хорош этот смарт? Он лучше, чем какая-то там C-серия. И особенность в том, что, допустим, тот же Poco X7, он, к сожалению или счастью для многих, не является китайским смартфоном. То есть это чистой воды глобальный смарт. Да, он может быть для разных рынков, поэтому у него не будет хватать каких-то бендов, если вы вдруг решите приобретать это там, не знаю, на индийском рынке. Но в целом по линейкам у них есть линейка C, допустим, C75, краткий ликбез. Она мракобесная, только чтобы звонить. У них есть M-линейка, она уже лучше, можно уже серфить в интернете. У X-линейки уже претензии из разряда супермощность за копейки. Но вот здесь супермощности за копейки нет. Как раз пришли к выводу. Как игровой смартфон слабый. Как камерафон никакой. Как смартфон для использования комфортно. То есть, если вас устраивает, не знаю, вот это вот цыганщина, мне не нравятся вот эти вот золотистые штуки. Мне 40, может, я чего-то не понимаю. Либо все вернулось там в 80-е, в 90-е. Программное обеспечение круть, eSIM в наличии, Wi-Fi супер быстрый. То есть, для примера, я OnePlus китайский глобальный тестировал по Wi-Fi со своим гигабитным интернетом. Потом Poco X7. Так вот, Poco X7 порвал и глобалку, и китайский смарт в 2 раза практически. Посмотрите в моей личной телеге. И да, тестов я делал несколько, просто выкладываю один. И это не важно. Почему? Потому что это рабочая лошадка, не игровая и не камерафон. Что-то подснять сможете. Можно ли его советовать приобретать? Для владельцев Poco X6 Pro однозначно нет. Если вы собираетесь приобретать что-то из покафонов, посмотрите на него и на X6 Pro, потому что они плюс-минус в одинаковую стоимость. Девайсу от меня однозначно бесконечно да. Будем смотреть, до какой степени они дропнут ценник, но пока я просто на него смотрел. Разумеется, у него есть просто бешеное количество конкурентов из iQOO бренда, допустим, Z9 какие-нибудь турбо и т.д. и т.п. И они будут мощнее, сильнее, лучше чаще всего. Только, скорее всего, это будет вне глобала. В глобале это будут аналоги только Redmi какие-то. И то не факт, что они будут быстрее и сильнее. Если брать китайские версии, там есть еще выбрать, а в глобальных в эту стоимость плюс-минус везде, к сожалению, паритет. Напишите, чтобы вы взяли за эти деньги, что сейчас его продают. Может быть какой-нибудь там Realme с телевиком, но еще более худшим процессором. Может быть какой-нибудь там iQOO китайский. Мне интересно ваше мнение. Я не считаю безальтернативным это устройство. Оно имеет право на жизнь. Его точно в большом количестве кто-то купит. Bumblebee или по-другому, не знаю, Minion или еще кто-то. Во всяком случае не потеряется в комнате. Повторяюсь, смотрите прожарку. Будет еще обзор одним кадром на лайв-канале. Приходите на прожарки на X7 Pro, подписывайтесь на телеги, будем общаться. И скачивайте исходники в моей личной телеге по его фотографиям. Доброй удачи вам, дорогие друзья. Ну и последнее время традиционно, вот так с нарушением горизонта, я бы хотел добавить на, собственно, камеру с моего самого смартфона в 4К 30 FPS в тех же студийных условиях, что вы видели в начале или в конце ролика. Такой момент. Вот это дело X7 Pro я буду прожаривать сегодня на стриме. И в X7 есть особенность некоторая. Первая, HyperOS почему-то первой версии там, то есть минус одна версия поддержки. Второй момент, здесь вторая HyperOS. У Poco X7 какого-то лешего есть eSIM, в X7 Pro eSIM нет. Третье, у Poco X7 почему-то есть 1080p 60 FPS на фронталке. У Poco X7 Pro 1080p 60 FPS нет, только 1080p 30 FPS. Это тоже какая-то лютейшая дичь. И вполне возможно это еще допилят и докинут прошивкой, но пока вот так. Хотя HyperOS версии 2.0 здесь еще одна небольшая магия, довольно странная, потому что я недавно гонял, как вы помните, там месяца 3 назад Redmi, что здесь у нас Android 14 версии, не 15. Почему у Poco 14? Ну, опять же, чтобы год меньше поддержки, скорее всего. Но это не важно все, потому что это специфика. Самое главное, что вы сейчас увидели, как может снимать данный смартфон в студийных условиях, получается, с 4 прожекторами. И вот так, такая, как говорится, разница между фотоаппаратом
камерой и Poco. Надеюсь, что вы поставите лайк, напишите, интересны ли вам в конце такие ремарки, и приходите на стрим прожарку этого смартфона. Смотрим.